Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале. И сегодня у нас наконец-то макияжно-уходовое видео. Я собрала весь топ корейской косметики, который сейчас дико вирусится в интернете. Это будут и уходовые баночки, например, Eclair. Я думаю, вы точно наслышаны об этом бренде в контексте различных гаджетов для ухода за кожей. Например, вот такая штуковина, тоже уверена, что вы ее видели. И, конечно же, много-много декора, потому что декор мы с вами обожаем. Кушан Тир-Тир. Клевый, рабочий, и вам точно нужен, потому что он замечательный. Анлиша будет у нас, Muse. Если Роман, то, конечно же, куда без этих потрясающих средств для губ. Ох, в общем, сейчас все свои секретики расскажу, покажу, а главное, познакомлю вас с классными работающими продуктами. Если что-то вам понравится, то, пожалуйста, держите себя в руках. В конце будет небольшой сюрприз, чтобы все это было еще по более приятной для вас цене. А я вас не задерживаю, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, заглядывайте ко мне в Телеграм, потому что там тоже интересно, и мы начинаем погружаться в мир популярной рабочей корейской косметики. Помогать в сегодняшнем видео мне будет Holy Shop, потому что это, знаете, один из самых приятнейших магазинов, где я люблю тратить свои кровно заработанные денежки. Я потом подробнее про него вам расскажу, а сейчас, спойлер, что много-много всего вас ждет. И вы, если вдруг увидели и думаете, что это, ребят, я каждый раз, как ребенок, открываю эти розовые красивые коробочки и думаю: все-таки Дед Мороз существует. Это один из немногих магазинов, который кладет пробники вот в таком количестве. Сейчас просто для наглядности вам покажу, потому что, кстати, вопрос открытый. Напишите, пожалуйста, любите ли вы пробники и помогают ли они вам потом в покупке полного размера, либо они, наоборот, вас смущают. В общем, не знаю, мне эта затея нравится. Ну что, давайте уже пойдем по баночкам и конкретно посмотрим на уходовые банки, которые сегодня у нас будут на обзоре, и декор. Я, конечно, все это распотрошила, потому что я все это пробовала, иначе я бы не смогла вам ничего посоветовать. Так, мы эту прекрасную Барби-историю убираем мы сегодня с ними в одном цвете и приступаем к разбору. Смотрите, давайте пойдем по тому, как мы наносим макияж, и как раз-таки обсудим баночки, посмотрим, да и почти все сможем протестировать. И начнем мы с самого популярного средства для очищения кожи от макияжа, от загрязнений этой весны и этого лета. Это, конечно же, гидрофильный бальзамчик от Dr. Althea. И все практически средства, которые здесь представлены, это реальные средства, которым пользуются в Корее. Вы, наверное, видели миллион видео, где кореянки ходят по нашим российским магазинам, смотрят и говорят: мы никогда это не пробовали, мы никогда это не видели. Вот Dr. Althea, у них есть даже, если не ошибаюсь, офлайн-магазин, где вы можете прийти, посмотреть концепцию бренда, его философию и все прочее. То есть это достаточно уверенные позиции, занимающие корейский бренд в Корее, который постепенно к нам приходит. У него есть очень классные, красивые там уходовые банки, но завирусилась, конечно же, вот это с гидрофильным бальзамом, просто потому что вы посмотрите на эти технологии. Я думаю, вы видели много видео с комментариями: корейцы живут в 28 году, я не знаю, в 3026, потому что это реально удобно. Ты выдавил нужное количество, забрал, потом очистил упаковочку, чтобы не было каких-то загрязнений, пользуешься, и все замечательно. С точки зрения гигиены это действительно удобно, но не забывайте, пожалуйста, что, конечно, нужно баночку очищать, иначе никакого смысла в этом не будет. Вот раз-два, и все уже чисто и круто. По консистенции это супер мягкий, но комфортной консистенции бальзам, который в ваших ладошках тает, и вы уже можете растворять им макияж. Макияж достаточно комфортно растворяется. Я не советую все равно наносить на глазки. Глазки лучше мицеллярной водой пройтись, но все равно вот он прям вот той самой нужной консистенции. Бывают гидрофилочки, которые у нас слишком мягкие, которые подтаивают, у вас в упаковочке, когда вы ее храните. Бывает слишком твердая. Здесь прям замечательно. И так тоненько-тоненько нарезается, удобно в использовании. По составу, состав достаточно минималистичный, честно говоря, но при этом успокаивающий. То есть, если у вас проблемная кожа, если у вас есть небольшие воспаления и все прочее, то вам он немножко так еще и, не подсушит, но добрую роль сыграет в состоянии вашей кожи. Здесь зеленый чай, центелла азиатская, масла виноградной косточки и различные еще другие компоненты. Но в первую очередь, как я всегда говорю, что для меня гидрофильные бальзамы — это не наполнение кожи, это не какой-то уход,
Возможно, легкое подсушивание, но тоже, чтобы не стягивало. И вот здесь этот бальзамчик супер комфортный. Если вам хочется чего-то инновационненького, если вам хочется чего-то красивенького, то почему бы и нет, не зря завирусился. В вопросе подбора уходовых средств я люблю смотреть за рекомендациями людей с похожими проблемами, с похожим типом кожи. У меня кожа проблемная периодами, думаю, понимаете, в какие периоды. И в целом она склонная к жирности, суховатая, если это не Т-зона. В Т-зоне у меня расширенные поры. Ну, в общем, я не люблю плотные, тяжелые уходовые кремы, различные сыворотки, в которых прям не дышится, потому что кожа у меня не сухая. И я таким достаточно трудом тестирую что-то новое, перехожу на что-то новое, потому что очень часто бывают комедончики, очень часто мне прям нечем дышать моей коже, когда очень плотные, тяжелые составы. И сегодня я хотела бы рассказать про одну из самых комфортнейших линеек, которые я тестировала в последнее время, и я вот прям могу вот расписаться вам, что все три эти средства, они реально клевые, и если вы любите что-то легкое, чтобы кожа была напитана, подтянута, то они вам понравятся. Это бренд Reclair, и линеечка у них микробиом. Я покажу вам серум, крем и тонер. Reclair сейчас набирает обороты, я думаю, что вы про них тоже слышали в контексте как раз-таки гаджетов, различные ультразвуковые чистки, там аппараты, да, для чистки и все, что вот для состояния и поддержки нашей кожи в домашних условиях нам помогает. Но я расскажу вам про уход, потому что у них несколько подлинеек различных, и вот это по сбалансированности, по тому, как ощущает себя кожа, мне показалось одной из самых комфортных и реально прям, ну вот могу ручаться, что вам эти средства понравятся. Это линейка для восстановления кожи. Если посмотреть по составам, то здесь тоже, например, пробиотики, неоцинамид, центелла, масло оливы и различные комплексы, которые помогают нормализовать баланс микробиома, поддержать защитный барьер и, конечно же, борется с сухостью, с какими-то несовершенствами небольшими и с тем, чтобы кожа хорошо себя чувствовала. Но в первую очередь это, конечно, поддержка барьера и наполнение. Что интересно, я вам прочитала достаточно агрессивные, да, такие компоненты, но не ацинамид. Многие просто боятся его не только произносить, но и использовать. Но здесь это все в такой комфортной консистенции и пропорциях, что кожа не сушится, у меня не было такого, что она как-то реагирует на тот же неоцинамид в составе, да, то есть здесь прям все супер сбалансировано, супер комфортно. И давайте мы начнем уже это наносить, я как раз про текстуры с вами поговорю, и увидите, как это выглядит. Мне дико жарко, потому что еще все-таки лето, оно нас не покинуло, напишите, рады ли вы, если лето такое у нас долгое в этом году, поэтому я немножко так блещу, но я думаю, что это даже сейчас немножко успокоюсь. Линейка одинаковая, то есть здесь составы плюс-минус, в зависимости, да, от вида продукта, но основные рабочие компоненты, они у нас идентичные. Смотрите, если мы смотрим на тонер, то тонер для меня тоже это этап подготовки кожи, то есть я не ищу в тонерах какого-то супер увлажнения, еще чего-либо, но я люблю либо гиалуроновые все-таки, чтобы они немножко меня подпитывали, потому что бывает так, что я умоюсь, у меня уже был там утренний ритуал ухода, вечерний, и я не хочу после каждого умывания наносить опять крем, потому что я не люблю, еще раз, избыток уходовых средств. И я люблю либо с какой-то легкой гиалуроночкой, чтобы у нас наполнялась кожа, и ты такой, вот уже вроде бы и не стянутый. Либо легкий, кстати, он охлаждает. Вот я сейчас, боже, надо было раньше просидеть и протираться. Вот, либо какие-то супер легкие, но при этом вот тоже у него, я бы не сказала, что прям совсем водичка, да, немножко так подпитывает, как будто бы. Очень комфортно. Вот если вы умываетесь, да, но не хотите гиалуронку, которая чуть более ощутима, то этот тонер тоже приятный. У него есть легкая отдушка, даже не могу сказать какая, наверное, больше в какую-то медицину, но не травки, но и не сладенькая, да, такая достаточно комфортная. И вот тоже, как первый этап подготовки вашей кожи к макияжу, можете использовать такой тоник, ну или тонер, называйте как вам больше нравится. Далее, второе средство тоже из этой линейки, которое максимально, не зря вирусится, не зря, ребят. Обратите внимание на Reclair, возможно, не на эту линейку, да, если вы хотите что-то поплотнее, но средства достойнейшие. Очень много Кореи в последнее время через мои руки проходит, и здесь прям вот для вас с сердцем сегодня выбирала, о чем хочу рассказать. И это серум, у него супер молочная консистенция, и она настолько приятнейшая, что если вы так же, как и я, боитесь каких-то кремов, да, если вы хотите что-то очень легкое, иногда, например, я когда умываюсь, опять-таки, посреди дня, и мне хочется просто немножко освежить уход, я просто вот так распределяю,
И это может заменить вам даже крем. То есть если это какой-то промежуточный этап, если есть люди, которые вообще ненавидят крема, вот начните с таких сывороток, потому что они супер удобные. Одинаковая отдушка у ароматов, такая легкая молочная консистенция, но при этом она средняя, да? То есть не совсем ее не видно и не ощутимо на коже, а вот таким образом. Совершенно не липучая. Меня сейчас все поймут, кто сыворотки с ниацинамидом пробовал в свое время, да, и кто мучится, чтобы подобрать уход под макияж. Здесь прям все, вот. Даже видите, несмотря на все эти лампы и все прочее, почти я не блещу. Вот. И можете даже следом наносить ваш любимый макияж. Ничего не скатывается. Но еще я вам также покажу крем. Все-таки, если это вечерний уход, то лучше это все вместе. Боже, как комфортно. Очень люблю уход, когда он комфортный. Когда не комфортный, лежит и все, не пользуешься ты им. Так, если говорить про крем, то он у нас вот такой консистенции, но пусть он вас не пугает. Он все равно на какой-то легкой, такой водянистой основе. Сейчас я возьму. Вот да, если распределить, давайте здесь пониже. Вот чуть-чуть, как будто он прям растворяется. И сильно, знаете, покрытие, ну вот оно чуть более плотное, чем сыворотка, которая наверху, но не утяжеляет совершенно. Совершенно не утяжеляет. Господи, что у меня за причесон, ладно. Какой меня только уже не видели. Вот правда, по ощущениям особо нет сильной разницы. Вот сыворотка, крем, все очень дышит и почти уже подвпиталось. Мы готовы, чтобы приступать к тестированию декора. И если вы перемотали это видео и тыкнули в этот фрагмент, я вас пойму и прощу, потому что столько положительных отзывов, столько отзывов по типу «Вау, ты не поверишь, лучший куш в твоей жизни». И я посмотрела в свое время, что, ну, все понимаю и принимаю. И, честно говоря, я очень долго думала над тем, чтобы купить его на тестирование, но все ссылочки вели на какие-то маркетплейсы, там есть замечательные продавцы, я все это знаю, ребят, но я просто боялась, что я случайно, не по опытности возьму у самого там какого-то хайпового продавца, окажется, что это подделка, и я потом буду кусать локти, что вот всем подошло, а мне нет, а вы, наверное, нас обманываете. И, конечно, я ждала в каких-то своих любимых проверенных магазинах, когда он появится в наличии. И здесь я прям помню этот момент. Я ночью сижу, читаю Telegram, потому что днем обычно у меня нет времени, чтобы просто что-то приятное для души читать, а не по работе. И вижу, что Holy Shop в своем Telegram-канале публикует, что «А вы знаете, а у нас завоз, а так быстро разбирают, приходите, берите». И я такая, я даже спросила, ребят, серьезно? Это все было у меня под носом, просто в моем одном из любимейших магазинов, и я туда не пришла и не купила. Да что же я такой блогер-то, да, несостоявшийся. Вот, и, конечно же, в эту же секунду он отправился к нам на тестирование. И вот в такой замечательно очаровательной коробочке от Holy Shop он мне приехал. Кстати, если вы еще не активный пользователь сайта Holy Shop, магазина, сайта, любого места, где они представлены, я вам настоятельно советую к ним заглянуть, потому что у них, помимо того, что есть офлайн магазин, например, если вы будете в Москве проездом, вы можете прийти, и консультанты вам помогут, проконсультируют. И они работают не только с теми, кто супер разбирается в косметике, потому что я замечала, в некоторых магазинах ты приходишь, и если ты в теме, то как-то они так активненько вовлекаются, дискутируют с тобой. Нет, при мне зашла просто очаровательная бабулечка, которая выбирала себе тинт Романд, и мое сердце просто растаяло. Я сдерживалась, чтобы тоже не присоединиться и не отнять хлеб у консультанта. В общем, у ребят есть онлайн-магазин, супер комфортный, удобный, там по Москве буквально за 2 дня, за 1, даже экспресс-доставкой добирается. У них есть офлайн-магазин, в который вы можете прийти, и вообще супер много пробников, которые я вам показала, и вот такие очаровательные коробочки приезжают. Так как у нас взаимная любовь, ребята нас одарили с вами промокодом, который действует и офлайн, и онлайн, Даша. Просто Даша. 10% скидка на клевые бренды, которые сегодня у нас представлены. Возможно, некоторые средства не в наличии, но это значит, что можно закинуть в корзину и потом их приобрести по приятной цене с моим промокодом. Пользуйтесь на здоровье, он уже очень долго работает, я в Телеграме про него рассказывала, уже полгода точно. Я надеюсь, что еще очень долго они нам его оставят, и мои друзья и друзья Holy Shop смогут выгодно покупать средства. Переходим к самому интересному. Если бы я не знала, что этот потрясающий кушин от Тиртир завирусится и просто случайно бы забрела на карточку товара этого продукта, я бы купила его примерно никогда. Потому что все позиционирование идет через призму того, что это чуть ли не
Mask Fit, да, держится до 72 часов, если я не ошибаюсь, мне даже страшно представить, кто это тестировал и каким образом люди это поняли. Помните, как помада от Maybelline, мы с вами смеялись в Телеграме, там просто, да, можно лечь, сходить на вечеринку, опять поспать, и ты будешь с помадой. Вот, видимо, про этот кушон такие же легенды в Корее и складывают, потому что позиционирование, что он очень плотно, как масочка лежит, что он супер долго держится. Забудьте все, чему вас учили, это как ты после универа приходишь на работу, и мы будем заново с вами разбираться. Потому что, да, он не плотный скорее, а, наверное, долгоиграющий на вашем лице, то есть он хорошо лежит долго на вашем лице, но это не портит ощущение от использования, потому что я не люблю плотные покрытия, и я немножко, с небольшим скептицизмом отнеслась, как же это будет ощущаться, как же это будет смотреться, но, блин, здесь шикарное соотношение плотности покрытия с тем, что тебе в нем комфортно, и нет этих уродливых, простите, я по-другому не могу сказать, мимических складочек. Точнее, они на лице есть, но когда вот у тебя слишком легкий тон, кушон, BB-крем, у тебя просто вот все это по твоей мимике расползается. И, тот, кто очень много улыбается, смеется и вообще в целом жестикулирует, вы меня сейчас поймете. Вот. И это замечательнейшее средство. У него полуматовое покрытие, в принципе, так и есть. И я его советую вам наносить, конечно же, бьюти-блендером. Здесь есть родная подушечка, ее тоже многие писали, что ее можно и мочить, да, чтобы было более комфортное нанесение. Естественно, постоянно ее нужно держать в чистоте, но я даже, честно, не пробовала, потому что я для себя поняла, что только 10% работают с родной подушечкой лучше, чем с бьюти-блендером. Вот не знаю, но мне больше нравится, потому что в свое время я и так тестировала. И вот этот кушон замечательно смотрится с влажным бьюти-блендером. Единственный минус, который я могу назвать, но и то, я сейчас видела тоже, что в Holy Shop привезли очень светлые оттенки. Это то, что он меняет цвет на вашей коже, он окисляется, да, простым языком. Поэтому, когда мы выбирали оттенок, я решила взять 17C. Обычно у меня 21N, в общем, 21, да, я ориентируюсь на эту циферку, 17 для меня светловат. И сейчас, кстати, я еще немножко загорела, поэтому, возможно, сейчас будет чуть больше светловат, но вы увидите в процессе, что он суперско как-то подстраивается. Да, я не могу сказать, что это его плюс и что это вот такая особенность продукта, что он подстраивается и вы супер фреш. Нет, конечно, это не очень хорошо, что он окисляется. Но если вы знаете эту информацию и вы хотите офигенный кушон, то просто берите на оттенок посветлее, да. То есть если вы светленькая, 17 нет, там вот более маленькие циферки появились. То есть это нужно брать во внимание. Все остальное просто дичайше вам рекомендую, потому что у меня были плотные тональные кремы, и они не особо. Вот даже когда у тебя воспаление, плохая кожа, все равно хочется легкости. И здесь прям идеальное соотношение, чтобы это было и подсвечено, и красиво, и даже не плотно, но маскировал то, что нужно замаскировать, и не проваливалось ни в одну вашу морщинку. Просто поцелуй до небес за это. Давайте посмотрим, как он выглядит на коже. Вот смотрите, прям если совсем легко, да? То есть вы можете варьировать степень нанесения. Боже, он вообще не проваливается в эти ужасные порочки. Он мне очень нравится, правда, прям кайфовый. Вот обычно я мало беру, потом много и уже перебор, но сейчас посмотрим. Вот назвать это покрытие плотным у меня, правда, не поднимется рука. Все в ваших лапках. То есть зависит от того, как вы хотите. Вот здесь, смотрите, видите, полегче я нанесла. Сейчас я уже дублирую, чтобы на камере это просто лучше смотрелось. И покрытие уже более плотное. То есть все зависит от ваших предпочтений. Оттеночек 17, конечно, мне немного светловат, как мы это проговорили, но когда он немножечко так поиграется и изменит свой цвет, то мы станем с ним прям братьями. Но даже сейчас, посмотрите, у него нет этого ужаснейшего серого подтона, что присутствует у многих кушонов. Поэтому здесь не переживайте и берите чуть-чуть посветлее, если не хотите сюрпризов. Как выглядит покрытие? Люблю, обожаю, уже вам описала, мне кажется, это очень красиво. Это и подсвечено, и маскирует, и при этом не выглядит плотной маской. Напомню, что здесь я трижды почти наслоила, чтобы мы просто немного более так капитально выглядели на видео. Но если вы идете по своим делам, если вы любите совсем легко, просто капельку, да, наносите, распределяете и бежите. Главное, что просто ничего не будет с вашим покрытием спустя какое-то время.
А вы заметили, что изменилось качество звука? И напишите вообще в какую сторону, потому что специально для тех, кого я сильно-сильно бесила брыньканьем различных коробок и косметических баночек по микрофону, я купила себе другой микрофон. И надеюсь, что теперь вам комфортно, потому что я могу с ним перемещаться, делать, что хочу, и не травмировать ваш прекрасный слух этим брынь. Быстренько дооформила лицо, нанесла кремовый бронзер, сухой бронзер и пудру. Поэтому если вам кажется, что я стала потемнее, более припудренной, это не матовость покрытия прибавилось, а просто чтобы хорошо у нас дальше лег макияж. И следующее средство, которое я хочу показать, это просто один из лучших хайлайтеров, я вам говорила в предыдущем обзоре Романда, и повторюсь, это вот такой их замечательный хайлайтер. И если в первую очередь мы смотрели розовый оттеночек, кстати, есть обзор отдельный на Романд, там очень много средств, которые тоже, кстати, были куплены мной в Холишопе. Поэтому, если вам что-то там нравится, на те средства промокод Даша тоже распространяется. И там мы смотрели первично розовый хайлайтер, потому что я уже устала от каких-то классических базовых оттенков, и мне захотелось чего-то необычного. И, по-моему, если не ошибаюсь, бежевого не было в наличии, поэтому я решила взять розовый. И я была так поражена, потому что обычно хайлайтеры корейские для меня ассоциируются с чем-то похожим на мел, с чем-то не таким галактически красиво сияющим. И я думала, что он будет просто скорее как пудра какая-то светленькая, да, но я правда не ожидала, что это будет прям хайлайтер. Вообще за последний год я сильно поменяла свое мнение о сияющих текстурах, о сияющих формулах корейской косметики. И это касается и хайлайтеров, и в первую очередь, конечно же, теней, потому что про тенью я тоже была супер скептически настроена. Сегодня я вам покажу, что есть тоже офигенно классные палетки. И, значит, эти два хайлайтера тоже суперско завирусились, все их показывают, и неспроста, потому что они замечательные. Давайте я сделаю сразу два сводчика для вас, и если вы будете брать, возможно, вам пригодится такое сравнение. 01 оттеночек шикарно встраивается в какие-то летние образы, и более холодный 02, но при этом тоже он замечательно выглядит. И, кстати, они не замыливаются, что здорово, потому что этот хайлайтер пережил со мной, наверное, 3 еще поездки. То есть я вечно его с собой брала, как один, единственный, который мне очень сильно нравится, и вот в последнее время только им и пользовалась. Это розовый оттенок, видите, он такой легкий розовый отлив, при этом он не холодный, чтобы не сочетаться с какими-то, да, такими достаточно классическими макияжами. То есть это не Джеффри Стар эстетика, но это, да, конечно, золотой, наверное, более функциональный, если вы любите классические макияжи, но поверьте, они оба очень красиво выглядят. И как же они переливаются, ух ты, просто роскошь. И по моим наблюдениям, розовый больше какой-то перламутровый немножко хайлайтер идет, да, то есть здесь тоже супер много мельчайших розовых сияющих частиц, но если посмотреть на золотой, то он чуть более очевидный, да, то есть у него нет такого перламутрового эффекта, он просто сияет чуть более разрозненными, наверное, блесточками, а розовый прям в такую гладь перламутровую стелется на ваши ручки. Давайте договоримся так, если вас больше заинтересовал розовый, то вы перейдете в предыдущее видео и посмотрите его там в работе, можете даже перелистнуть на хайлайтер и ознакомиться, как он выглядит на лице. А сегодня, так как все-таки я хочу вам что-то новенькое показать, я покажу больше золотой оттеночек, потому что я его недавно приобрела, и я еще не успела нарадоваться, как он красиво выглядит на лице. Я уверена, что если бы вы просто увидели фрагмент этого видео, либо мою фотографию, вы никогда бы не поверили, что это так сияет корейский хайлайтер. Он очень похож, кстати, на запеченные текстуры пупа, именно как они ложатся, да, на лицо и выглядят. Ну, это прям замечательно. Можно ли его легонечко нанести? Наверное, да, потому что я все равно все-таки синтетической кистью это все вполировываю, но я обожаю такой эффект. Это реально открытие этого года, поэтому если вы любите такие вот сияющие красивые хайлайтеры, то Романд однозначно. Но вот розовый был бы немножко больше в розовинку на лице. Тени для век. Я не смогла выбрать одну палетку, скажу честно, поэтому покажу две. Это вот такая супер популярнейшая этим летом палетка от Unleash. Как только она появилась в Корее, она сразу же завирусилась у нас, все начали писать, ждать эту замечательную палетку по многим причинам. Во-первых, наверное, вы сразу догадались, что она очень много чего нам напоминает, и в первую очередь, конечно, начали сравнивать с четверкой от Dior, но сразу забегу вперед, скажу, что они мало чего общего между собой имеют. Чем же знаменательна эта палетка? Помимо того, что это полностью палетка из сияющих текстур, и мы помним, что очень часто, я принесла просто кучу вам палеток, очень часто все текстуры сияющие, да, они какие-то глиттерные. Вот, например, палетка Unleash, здесь есть и симпатично красивейшие просто, да,
блесточные оттенки, которые комфортны, хорошей текстуры, но есть просто ужаснейшие глиттеры, которые на глаза наносить опасно. И, конечно, когда бренд представляет что-то супер сиятельное, супер безопасное, потому что здесь нет ни одного глиттерного оттенка, но при этом, да, с каким-то европейской базой, но корейским вайбом. Вот так мы скрестили с вами две эти культуры, ну уж простите, то, естественно, эта палетка будет у всех на слуху, все про нее писали, все ее сравнивали, все ее тестировали. Поэтому я сегодня тоже вам ее покажу, но на глазах я хочу все-таки продемонстрировать палетку Amuse. Она, возможно, не так сильно завирусилась, как вот эта Unleash, потому что это просто такая стандартная красивая палетка. Но простите, вот даже сейчас вы посмотрите, сейчас мы поймаем фокус, вы же видите уже эти оттенки с блестками, то есть она выглядит как, ой, это я вам еще через бумажку показываю, посмотрите, это выглядит как реально какая-то палетка, не знаю, Ольги Романовой, и вот действительно это замечательнейшая палетка, поэтому я хочу ее в первую очередь вам показать на глаза. Если хотите еще Unleash тоже дополнительно протестировать, пожалуйста, напишите, и я думаю, что мы сделаем с вами отдельное видео про Unleash, потому что у меня очень много продуктов этого бренда появилось. Но давайте все-таки сейчас закончим с ней, самой громкой новинкой, наверное, этого лета, и я вам ее покажу и расскажу, какие у меня есть небольшие сомнения на ее счет, но, возможно, мы с вами не будем сильно по ним биться, потому что все мы разные и любим мы разное. Вот вы уже сейчас видите, что здесь есть такой же перламутровый, да, намек, как у хайлайтера. И это, наверное, меня немножечко в ней разочаровывает. В режиме реального времени буквально записываю для вас сводчи, чтобы показать, как это выглядит в жизни. И вот знаете, если эта палеточка без искусственного освещения выглядит немножко блекло, ну, то есть действительно как такие матовые оттенки, не сильно различающиеся на ваших глазах, то, конечно, под искусственным освещением, если будете находиться, она очень симпатичная, но при мне все равно это достаточно скромное сияние. Так сияет только при искусственном освещении. Возможно, добавим какой-нибудь оттеночек в уголок глаза, но оформим глазки полностью этой замечательной палетки. Единственный минус, который я могу назвать, конечно, это ее зеркальная поверхность, потому что если вы ее не будете протирать, она будет выглядеть не симпатично. И честно, я, когда ее тоже получила, я не ждала чего-то грандиозного, потому что я не очень люблю вот эту корейскую текстуру, когда, знаете, вроде бы матовый оттенок, и при этом там разбросаны блесточки, и вот ты это наносишь, это что-то все светлое, что-то все не сильно как-то отличается по оттенкам, ну и где-то там чего-то немножечко блестит. Но эта палетка, я серьезно говорю, какой-то вайб Ольги Романовой. Я не знаю, если вам вот нравятся палетки Ольги, они не такие пигментированные, понятно, что они совершенно другие. Но я к тому, что для меня это вот прям как будто корейский люкс, потому что это прям замечательно выглядит на глазах, это круто ведет себя на протяжении дня. И что самое интересное, я обычно делаю всегда с такими безумными спарклами макияжа, прям чтобы очень сильно все это было заметно на глазах. И когда я с этой палеткой, она не выглядит как, я не знаю, Лимони 005 или какой-нибудь, да, еще там сильно очевидный оттенок, но при этом она так здорово мерцает, она так здорово выглядит, что меня всегда спрашивают, что у тебя на глазах. И я говорю, ребят, вы не поверите, это новая корейская палетка. За что я обожаю эту палетку, что, во-первых, все оттенки читаемые, и если вот эти светленькие, да, они не так сильно сейчас видны, то в жизни вы их действительно на глазки вашим заметите. Но коричневый, да, вот этот больше бронзовый, и, конечно, эти потрясающие блески, как влажно и здорово они выглядят. Вообще, не знаю, моя любимейшая палетка в последнее время. Ну и, конечно, то, что все оттенки сияющие, для меня тоже это однозначный плюс. Темные оттенки, честно, пылят, поэтому не забудьте встряхивать кисточку. Вот скажите только честно, пожалуйста, давно ли вы видели корейскую палетку, которую можно нарисовать такие нежнейшие, симпатичные, темные смоки? Оттенки хорошо втушевываются друг к другу, да, нужно немножко поработать, но, знаете, они, на мой взгляд, пятнят гораздо меньше, чем, например, та же самая I Need a Nude Palette от Наташи Денона. То есть очень комфортные и подойдут буквально всем. И вот таким образом выглядит макияж с этой палеткой. Ну, конечно, мой любимый этап — это когда ты вот эту сияшку протягиваешь. Она очень красиво выглядит, и при искусственном освещении это просто миллион различных блесток.
Друзья, буквально секунда вашего внимания. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на этот канал и на мои остальные социальные сети, включая Telegram, я вас очень сильно там жду. Это супер помогает мне в развитии, продвигает мой канал, и чем больше подписчиков, тем интереснее у нас сотрудничество и интереснее бренды на тестирование. А еще я не прикалываюсь, как только мы наберем много-много человек, я уволюсь и напишу вам обязательно об этом. Вот, поэтому если вы хотите поспособствовать моему увольнению и надеюсь, что билетику в счастливую, беззаботную, все-таки заботную, но жизнь немного другой направленности, то я очень сильно буду вам благодарна за подписку и поддержку этого видео лайком, комментарием, и обязательно поделитесь с тем, кто тоже любит корейскую косметику. Быстро закончу оформление глаз и вернусь к вам. Карандашик у нас будет Абия 02 оттенке, оттеночек Jazz. Это просто стандартный, хороший коричневый карандашик, который тоже у него романовский вайб, честно говоря, он очень похож на оттеночек Friday Night, только единственное, что у него более такой металлический, да, сияющий каркас. А если мы говорим Friday Night, там больше такие отдельные блески, но это очень красивый оттенок, который классно вписывается в макияж. И смотрите, вот пока я разговаривала, поэтому, пожалуйста, очень быстро удаляйте его с глазок, он действительно прям такой стойкий. И вот такая тушь, я тоже в последнее время ее часто видела, но здесь, честно скажу, что без особых каких-то вау, но в целом она симпатично выглядит. Там, конечно, и густоту обещают, и какой-то мега объем, но вы сами сейчас посмотрите. Если не терять много времени, то он прям комфортно распределяется по глазам. У него достаточно очевидный оттенок, потому что иногда коричневые карандаши просто вообще не видно на ваших глазах. А здесь прям замечательно. И он очень стойкий, он прям до победного будет на вашем глазке. Закончили с оформлением глаз, и, честно говоря, тушь неплохая. Я сейчас посмотрела, ее стоимость 700-800 рублей. Для этих денег она прям замечательная. Она не склеивает, удлиняет, но не утяжеляет их и действительно делает такой небольшой легкий объем. В общем, симпатичная, но сегодня не совсем про нее, но если что, имейте в виду, что за тушь я нанесла. Переходим к бровям, и, конечно же, это будет фиксирующая помадка от Unleash, ну и своего рода просто такой фиксирующий гель. Очень приятное софт-тач, такое какое-то матовое покрытие. Единственное, что оно, конечно, пачкается о другие тюбики. Но это единственный минус. Она супер увесистая, прям как тушь. И очень много я хвалебных отзывов про нее видела. Если вы собрались пугаться, как я изначально, когда я открыла, не пугайтесь, потому что выглядит она вот так. То есть это действительно белая помадка. И когда мы ее нанесем на брови, вы изначально ее увидите. Но ничего в этом страшного нет, аж потом она подсыхает и уже незаметно на ваших бровях. Что мне нравится, что она здорово держит даже вот такие достаточно грубые, как мои брови. И если у вас есть какие-то проблемы с фиксацией, то посмотрите, потому что мне очень понравилось это средство. Оно прям, ну не то что намертво, это не тот случай, когда вы нанесли и у вас просто скукожило все лицо. Знаете, бывают такие гели. А здесь прям комфортно. И форму можно задать, и объему придать. И в конце дня они, в принципе, зафиксированы и остаются. Девочки, ну просто капец. Я, в общем, монтирую еще для вас ссылочки. И тут захожу на карточку товара и вижу, что я вам не все рассказала про эту помадку. Потому что, смотрите, вот. Понимаете, можно еще удобно расчесывать брови. Почему я это не заметила сперва, я не знаю. Но я хочу, чтобы вы были в курсе, что если вы купите такую помадку, у вас в комплекте идет сразу расчесочка. Средство у нас потихонечку подсыхает, и вот по этой брови особенно заметно, что брови зафиксировались, при этом все белое, белый не налет, а белый цвет этого средства, да, он как будто улетучился, и вот в таком виде у вас брови зафиксировались. Ну что, перейдем к губам, и здесь, конечно, я хотела бы вам показать и средства Роман, потому что мы не можем про них не поговорить, это самые вирусные средства на данный момент, и все-таки нанесем мы, наверное, Бию, потому что мы ее не тестировали. Давайте быстро пробежимся по Романду, опять-таки, видео вы знаете, забегайте, там мы все это смотрели на губах и сравнивали формулы, текстуры, в чем вообще разница. Но если говорить про самые хайповые средства для губ, которые сейчас есть, это, конечно же, Роман. Это оттеночные небольшие такие бальзамчики, которые больше на наполнение ваших губок сказывают
смазываются, и просто, чтобы вот так их увлажнить и придать легкий оттеночек. Он достаточно плотный, поэтому вы его прям распределяете по губкам. Это оттенок нюдовый 01. Но самые-самые-самые хайповые, это, конечно, не такие легкие оттеночные истории, а тинты. И тинта у них есть два, и я вам рассказывала, что, честно, они, на мой взгляд, ну, плюс-минус одинаково выглядят, одинаково ощущаются. Хоть тоже вы в комментариях писали, что там что-то более увлажняющее, что-то более стойкое, на мне почти одинаково. Поэтому, если вдруг вы увидели какой-то там тинт с каким-то оттенком, который вам очень сильно нравится, то можете взять его. Я для себя выбрала два оттенка, вот такой супер барбишный, особенно если его наслоите, это прям выглядит впечатляюще. И вот более такой, который подчеркивает натуральный оттенок ваших губ. И что мне нравится еще в тинтах, что вы можете их оставить действительно глянцевыми на момент, пока они там впитаются, да, и можете сразу их подстереть, тогда просто вы придадите легкий оттенок. Вот барбишный как выглядит. Да, это вот этот вот, смотрите, какой он прям очевидный. Вот, и давайте нанесем, оттенок Барби у нас был 0,5, и вот этот Bear Grape 25 оттенок. Вот он симпатичнее, то есть если между ними выбирать, я бы выбрала поспокойней. Потому что он тоже розовый, но при этом благородный. Вот. У него такой нюд, но поверьте, он больше в розовый уходит. У него почему-то розовый сейчас оттеняет, но он такой прям розоватый. И давайте сейчас мы с вами посидим, по традиции немножко поболтаем, делаем вид, что болтаем. Вот сейчас сотрем. И вы увидите, что он прям, ну, тинтует на славу. Ну да, наверное, розовый чуть более. Вот видите, розовый больше оставил тинт, но мне кажется, еще все-таки это зависит от оттенка и от того, как долго вы его держали, конечно же. Но остановиться я хочу на тинте от Bia. Это тот же самый бренд, от которого у нас был автоматический коричневый карандаш. И нанести его, потому что мне кажется, что мы с вами здорово будем выглядеть с еще одним розовым тинтом. Не бывает много розовых тинтов. И я хотела еще показать, как он здорово выглядит, потому что мне кажется, именно за счет этого он и завирусился. Потому что, смотрите, просто как книжка. Ты открываешь, и у тебя он вот здесь находится. Очень красиво сделано, но я неспроста только эту упаковочку оставила. Очень такой классный. Оттенок, да, похож, честно говоря, на Романд. Я думаю, прям можно будет тоже сейчас сравнить и посмотреть. У меня 0,6, просто называется Pink, розовый. Он увлажняет, с ним комфортно ощущаются губы. И та же самая история, что и с предыдущими, о которых я вам говорила. Вы можете либо оставить глянцевость, либо просто добавить оттеночка и зафиксировать его таким образом. Предлагаю остановиться на таком промежуточном варианте. Мы вроде бы как и нанесли тинт на губы, при этом полностью его не удалили. Можно еще наслоить, и будет сильно более розовый. Но мне кажется, что сейчас прям замечательно все это гармонирует. И давайте все-таки действительно посмотрим, насколько оттенки похожи с Романдом. Потому что, возможно, у вас что-то уже есть в коллекции. Нет. Немножко они все-таки разные. Смотрите, Романд 05, который я вам показывала, он больше уходит, вот с этой стороны, он больше уходит в такой ультрафиолетовый и прям в розовый. Если мы говорим про Bia, то он чуть более гармоничный, да, чуть более спокойный. А по тинту одинаково практически. Видите, вот Bia, она все-таки чуть больше тинтует, чем вот такие оттеночные бальзамы от Романд. И при этом на уровне, на мой взгляд, вот с тем розовеньким. Если вы хоть раз пробовали корейские тинты, то вы знаете, как они ощущаются. Они немножко влажноваты, когда вы их наносите, как будто вот водица такая легкая. При этом не стягивает ваши губы, не подчеркивает шелушение, просто напитывает их и дает красивый оттенок. Это уже не та история с Benefit, когда, помните, были красные вот эти штуковины, которые ты мажешь, подчеркиваешь все шелушения, за это я их не любила. Нет, это прям супер хорошо. То есть даже если у вас губки не в самом лучшем состоянии, у меня не очень часто просто супер сухие, то тинты ваше спасение. Возвращаюсь показать вам стойкость макияжа. Целый день на жутчайшей жаре я пробыла со всем, что мы сегодня в видео наносили. Первое, конечно, это тон. Посмотрите, какой роскошный. Ничего не провалилось, не подчеркнула. Я так бежала, что даже в целом вообще не поправила макияж. Я сегодня его не поправляла. То есть у меня не было ни матирующих салфеток, ни пудры, только то, которое я вам показывала в видео. И вот так это выглядит. Реально, я думаю, вот то, что в рекламе говорят, сколько там, 72 часа. Но если надо, ребят, напишите, я еще пару дней так похожу. Так, брови, смотрите, вот пока я не трогаю, выглядит, как будто только их уложили, и, ну, это я вот сейчас, видите, отдираю прям, то есть вот, когда ты отдираешь, они отдираются, в целом замечательно. Тени не скатались, без подложки, также сияют, ну, роскошно. Единственное, что могу сказать, конечно, это тинт, он немножко подсъелся, то есть вот у нас контур остался, тинт
был съеден вместе с моим ужином. Ну что, вот так вот все это выглядит. Напишите, поражены ли вы стойкостью, или вы знаете более стойких бойцов. Буду ждать вас в комментариях. Ну что, друзья, вот и все, мы с вами закончили, посмотрели на фаворитов действующих корейской косметики. Кстати, многие средства, которые сегодня здесь были, они не только фавориты пользователей интернета активных, но и различных премий корейской косметики. Практически каждый бренд, о котором мы говорили, так или иначе с тем или иным продуктом завоевывал определенные премии, потому что это инновационные и классные продукты, которые реально работают. Напишите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось, что красиво выглядит, что не очень. Но мне кажется, что все просто замечательно сегодня легло, как по маслу. Я люблю, когда так, прям красишься и приятное настроение. Давайте обсудим уход тоже. Есть ли средства, которые вас впечатлили, возможно, вы что-то пробовали, и, конечно, жду вас по этому массивному блоку декора. И напишите, какой ваш действующий любимый корейский бренд, и какой бы бренд вы хотели, чтобы я посмотрела отдельно. То есть вот целое видео, как про Романд у нас было, целое видео про Unleash или Би. Вот что вы хотите? Я к вам прислушаюсь обязательно. Спасибо еще, что смотрели это видео до конца. Заглядывайте в инфобокс, потому что у вас там ждет подарочек от нас. И я буду максимально рада вашим комментариям, вашим советам. И спасибо, что досмотрели до конца. Мы с вами прощаемся совсем ненадолго. До новых встреч. Пока.